Дмитрий Вибе, астроном, доктор физико-математических наук, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, профессор Российской академии наук. Пока Дмитрий у нас занимает трибуну, мы сейчас проведем короткий опрос. Попрошу вывести на экран слайд с опросом. Друзья, пожалуйста, поднимите руки, кто считает, что инопланетяне сейчас посещают Землю. Спасибо. Спасибо. А кто считает, что когда-то прилетали инопланетяне к нам? Угу. А кто считает, что не прилетали, но где-то есть? Так, а кто считает, что мы одиноки во Вселенной? Угу. Спасибо, такие тоже есть. И те, кто нас смотрит онлайн, по ссылочке в чате, зайдите и тоже проголосуйте, пожалуйста. Дмитрий, так возвращаясь к моему вопросу, вот кому могут вообще уфологи помешать, кому может помешать вера в инопланетян? Здесь, наверное, два ответа. Первый ответ состоит в том, что вера в инопланетян — это такая концентрированная и рафинированная версия всего того, о чем мы сегодня говорим. Это вера, которая не основана вообще ни на чем. Чем это может быть вредно? К сожалению, мифы об инопланетянах очень часто имеют негативную окраску. И мне неоднократно приходилось сталкиваться с людьми, на которых это очень сильно воздействовало, которых это вселяло в депрессию. И вот особенно в 2012 году я иногда ловил себя на том, что я скорее психотерапевт, чем астроном, потому что я не просто рассказываю, я успокаиваю. Нет, ничего не будет, никто не прилетит, все будет хорошо, Земля не кончится. На самом деле это выглядит довольно страшно, когда ты видишь перед собой очевидно образованного, умного человека, который, в общем, совершенно серьезно полагает, что через месяц или два Вселенная или Земля прекратят существование. Ну, давайте начнем разговор. Итак, с чего я хочу начать? Я хочу начать с того, что неопознанные летающие объекты, безусловно, существуют, потому что НЛО — это не более чем неопознанный летающий объект, то есть некий объект в небе, природу которого мы на данный момент не можем установить. Отказывая таким объектам в существовании, мы абсолютизируем наше знание. То есть вот я, например, просто обязан признать существование НЛО, потому что если я говорю «НЛО не существует», значит я берусь опознать любой объект, который я увижу в небе. НЛО существуют, я их видел. Я слышал рассказы от людей, которые были мне рассказаны в обстоятельствах, которые как минимум гарантируют искренность того человека, который это рассказывал. То есть он реально что-то видел, это не какая-то демонстрация, не какое-то шоу. Но при этом происходит такое некое замещение у нас, что неопознанный летающий объект воспринимается в качестве синонима космического корабля пришельцев. И это проявляется, например, вот в этой цитате из Википедии. Неопознанные НЛО. Это статья «Уфология» в Википедии. То есть они дважды неопознанные. Или вот еще такая замечательная оговорка была в одном из интервью с Гречко-космонавтом: «Неопознанные летающие тарелки». Без номера на борту, безобразие. Так вот, на самом деле неопознанные летающие объекты, наряду с неопознанными плавающими, стоящими, лежащими объектами, люди видели во все времена. Существует масса описаний каких-то огней в небе. Но именно уже в наше время, последние несколько десятилетий, в основном после Второй мировой войны, произошел синтез, произошло слияние наблюдений неопознанных летающих объектов с представлением о том, что это каким-то образом связано с внеземными цивилизациями. Вообще это время было расцвета научной фантастики, 60-е и 70-е годы, где тоже эксплуатировалась идея контакта со внеземным разумом, но вот научная фантастика и уфология, они как бы два взгляда на одну и ту же проблему представляют. Научная фантастика, скорее всего, в основном была стимулирована научно-технической революцией.
если почитать фантастические рассказы, то, в общем, они основаны на том, что массовый контакт либо уже состоялся, либо вот-вот состоится, причем он будет иметь во многих случаях позитивный контекст, да, какое-то великое кольцо цивилизации, какое-то великое братство, даже в том варианте не всегда мирном, который, например, люди в черном иногда нам предлагают. При этом фантастика научная, то есть имеет место попытка остаться в рамках физики или, по крайней мере, за эти рамки особо сильно не выходить. И поскольку это фантастика, фикшн, художественная литература, все понимают, что это вымысел, и это просто какая-то попытка осмыслить наше новое космическое настоящее. С другой стороны, уфология имеет, как я уже сказал, во многих случаях некую негативную окраску. С одной стороны, она основана на уверенности в том, что индивидуальный контакт уже состоялся, они уже здесь, но при этом практически всегда этот контакт имеет какой-то негативный контекст. Похищение, ломающаяся земная техника, люди в черном не из кино, а из каких-то таинственных организаций, которые устраняют тех, кто слишком много знает, нацистские лагеря в Антарктике. Совершенно четкий, многократно декларируемый выход за пределы нашей современной физики. Да, НЛО летают там как-то не так, как положено по нашей физике, но это же инопланетяне, они уже таких высот достигли. И при этом претензия на то, что это происходит на самом деле, и на то, что мы можем заниматься научным исследованием тех объектов, которые широко называются НЛО, или УФО в английской транскрипции. При этом за десятилетия своего существования на самом деле уфология, несмотря на претензии на свою серьезность и на свою научность, наукой так и не стала. И Александр рассказывал здесь о том, как разные люди мимикрируют под науку. Уфологи не парятся даже на этот счет. То есть они не пытаются проникнуть со своими работами в научные журналы, они не организуют свои собственные журналы. Вот, например, я астрофизик, для меня одним из основных источников информации является Astrophysical Journal, астрофизический журнал, в котором существует определенная процедура представления исследований, в котором существует определенная процедура публикации, которая, в частности, подразумевает прохождение экспертизы для каждой публикации. Как уже говорил Александр, и здесь удается найти какие-то лазейки. Эта процедура не всегда срабатывает идеально, но в уфологии ее нет вообще. То есть уфологи не занимаются экспертизой результатов друг друга, потому что результатов особых нет. И если вы попытаетесь почитать книги, посмотреть, что об этом пишут в интернете, вы увидите, что в основном это вырезки из газет, это какие-то мутные фотографии, с которыми с точки зрения науки просто ничего нельзя сделать. То есть уфология не наука, потому что к ней невозможно подъехать на научных методах. Уфология за это время стала как раз мифологией, точнее частью городской мифологии, наряду с лохнесским чудовищем, йети, ну и другими примерами, которым нет числа. Можно сказать, что очень сложно заниматься исследованиями объектов, которые появляются неожиданно, ведут себя странным образом, но в науке у нас есть в астрономии пример подобных явлений, которые, тем не менее, удается совершенно строго научно исследовать. Один из таких примеров — это гамма-всплески. Неожиданно в разных участках неба возникающие импульсы гамма-излучения, жесткого электромагнитного излучения, которые были обнаружены военными, не астрономами, они были обнаружены военными при помощи специализированных спутников, которые занимались поиском следов наземных ядерных взрывов. Признаков этих оказалось настолько много, что ни с какими ядерными взрывами они не могли быть связаны. И в 1967 году был обнаружен первый гамма-всплеск, а в 1972 году появилась первая научная публикация. Через 5 лет стало ясно, что речь идет о каком-то естественном явлении, о каком-то астрономическом явлении. Появилась первая научная статья. К этому времени было известно всего 16 гамма-всплесков. Несопоставимо с количеством наблюдений НЛО, но вот за 5 лет удалось выдвинуть это уже на уровень рецензируемого научного журнала. После этого, конечно, народ бросился генерировать гипотезы. Гипотезы были самые разнообразные, начиная от того, что это вспышки в земной атмосфере, и заканчивая тем, что это вспышки на периферии наблюдаемой Вселенной.
Только через 30 лет были впервые получены ключи к реальной природе этих явлений. 30 лет упорного труда, 30 лет упорных наблюдений, сбора информации. За это время были опубликованы тысячи статей о гамма-всплесках, и в конце концов эта работа дала результат. Теперь мы думаем, что в общих чертах мы представляем, почему эти явления происходят. В уфологии этого не случилось. Несколько десятилетий, огромное количество наблюдений, по-прежнему не за что подержаться, по-прежнему не на что как следует посмотреть. И как результат я берусь утверждать, что никаких серьезных уфологических исследований просто не существует, поскольку нет базы и нет исследований, не может существовать экспертов в области уфологии. Нельзя быть экспертом по газетным вырезкам. Вы, конечно, можете спросить, что тогда я тут делаю, да? Если экспертов нет, значит и я не эксперт. Но я астроном. А астроном — это у нас кто? Главный по тарелочкам. Часто говорят, летчики видят, да, космонавты видят. Космонавты и летчики видят неопознанные летающие объекты. Они обладают большим опытом в том, чтобы сказать, чем этот объект не является. Сказать, чем он является, они также не могут. И еще одна причина, по которой уфология не стала за это время наукой, состоит в том, что на самом деле ответ уже получен. Внеземные цивилизации существуют, они прилетают на Землю, уфология занимается поисками вопроса для этого ответа. I want to believe. Я хочу верить — это лозунг всех секретных материалов и всех уфологий и прочего. Такой несколько курьезный пример. Из совсем недавнего времени летит человек в самолете. И из иллюминатора своего самолета фотографирует инверсионный след другого самолета. Вон он там такой маленький вверху, обведен кружочком. Это инверсионный след. То есть это не какое-то торпедообразное тело, не тарелка с лампочками. Это просто инверсионный след. Вот здесь на этой фотографии еще один такой же след, который я сам сфотографировал в городе Голицыно. Совершенно при этом не испугался. Люди с этим инверсионным следом идут в университет и спрашивают специалистов аэрокосмического факультета Южноуральского государственного университета, отвлекают людей от работы. Что это? Это инверсионный след, говорят ученые. Казалось бы, конец. Можно ставить точку? Нет. Журналисты точку не ставят. А что думаете вы, читатели? И дальше совершеннейшая фантастика. Может быть, это все-таки НЛО, маскирующееся под инверсионный след? Но это можно договориться до чего угодно. Например, до того, что спикеры этого форума — это замаскированные рептилоиды. А почему нет? При этом у нас опять же есть пример реально случившегося явления в небе в Челябинске, февраль 2013 года. В небе действительно произошло что-то необычное. И мы имеем сотни видеозаписей этого явления с разных ракурсов, что, кстати, позволяет его научным образом исследовать, потому что когда у вас один и тот же летающий объект сфотографирован с разных ракурсов, вы можете определить его траекторию. И с челябинским болидом это было сделано. Правда, тут тоже не обошлось без НЛО. Тут вот такие блики были на снимке во время яркой вспышки. Ну и у нас средства массовой информации радостно сообщали, что прилетели инопланетяне и уничтожили челябинский болид, тем самым спасли нас от неминуемой гибели. Конечно, да, и были другие признаки, были снимки из космоса входа болида в атмосферу, был отклик в свойствах ионосферы, огромное количество информации. Явление было громкое, явление было весьма заметное, но на самом деле сейчас есть огромное количество камер видеонаблюдения. Есть болидные сети, которые занимаются отслеживанием движущихся объектов в небе. Одна такая камера стоит у нас на обсерватории. Почему они ничего загадочного не видят? Ну вот, болид пролетел, видите, такая замечательная вспышка. Камера предназначена для того, чтобы фотографировать, делать видео падающих звезд. Вот такая падающая звезда пролетает. Но иногда бывает и что-то другое. Когда вдруг появляется движущийся объект в поле зрения камеры, и вообще происходит что-то страшное с этим объектом.
Ну что, бывает, когда пролетает самолет, а стекло камеры, на стекле камеры роса выпала. Вот это все, что можно теперь при современном обилии наблюдательных средств предъявить миру. Что делать на этом фоне уфологам? Приходится заблуждением эволюционировать, им приходится приспосабливаться к новой реальности. И эта реальность состоит в том, что вот то, что было раньше, то, что было в 70-е годы, вот эти фотографии тарелок, отпечатки лап пришельцев, сейчас продвинуть такое будет уже сложно. И сейчас происходит определенный сдвиг парадигмы, когда для доказательства наличия неизвестных науке летающих объектов доказательства не нужны вообще никакие. Появилось огромное количество фотоаппаратов, видеокамер, которые не встроены разве что только в утюги. Делать фотосъемку, делать видеосъемку получили возможность люди, которые даже близко не представляют себе, как работает фото- и видеокамера. Для тех, у кого нет видеокамеры, в интернете в большом количестве выложены космические снимки. А что такое космический снимок? Космический снимок — это снимок, технологию получения которого не всегда представляют даже ученые. Но если я не представляю себе технологию получения снимка, я и отношусь к нему соответственно. У по-настоящему просветленных в области уфологии людей мозг работает по-другому. Появились новые приемники излучения, мы получили доступ к новым спектральным диапазонам, там тоже все незнакомо, там тоже все непривычно. И происходит это все на фоне снижения общего уровня, естественно, научных знаний и критического восприятия действительности. Вот два этих темных снимка я взял с сайта, который посвящен аномальной зоне в Пермской области. Вот такие вот летающие светящиеся шары. А посередине большой кадр — это моя собственная съемка. Я попытался запечатлеть этап ремонта в квартире, и тоже посреди комнаты вот такая вот штука летает. Представляете, какой кошмар? Не в лесу под Пермью, а в моей собственной квартире летают пылинки, которые освещаются вспышкой. И таких примеров много. Люди пугаются паргелия, люди пугаются отражения Солнца, люди пугаются бликов в камерах, которые могут возникать и на снимках Солнца, и на снимках Луны, люди пугаются других оптических явлений. И работает это все полностью без критического мышления. Увидел на небе что-то неизвестное и пошел писать в интернет. Они уже здесь. В значительной степени это все, конечно, расцвело в 2012 году. Вот такой замечательный пример. Ноги у него, на самом деле, в 1983 году находятся, когда полетел в космос инфракрасный астрономический спутник, который был незамысловато назван инфракрасным астрономическим спутником. Infrared Astronomical Satellite, вот он здесь показан. Это был первый взгляд человечества на инфракрасное небо, потому что инфракрасный диапазон мы практически с Земли не видим из-за атмосферы. И вот новые горизонты, новые снимки. Один из результатов работы этого спутника — это каталог точечных источников. Ну вот мы не знаем, что это. Вот яркая точка светится в инфракрасном диапазоне. Что это может быть? Ну, в то время, в 1983 году, это могло быть что угодно. И вот в интервью один из руководителей проекта, Гарри Нойгебауэр, сказал про одну из таких точек в созвездии Ориона: ну, я не знаю, что это. Может быть, это планета Солнечная? Да, это может быть планета неизвестной Солнечной системы. И вот в статье Washington Post написано: самое занятное объяснение одного из таких точечных источников, не самое правдивое, не самое простое, самое занятное объяснение состоит в том, что это неизвестная планета Солнечной системы. Ну и это стало основанием для того, чтобы уже ближе к 2012 году говорить: так летит планета, НАСА-то ее еще в 1983 году признала. Сейчас осталось только посмотреть на небо и эту планету увидеть. Так что удумали ученые, чтобы этого не произошло? Они на снимках, к сожалению, тут ученые скрыли гораздо больше, чем в интернете. У меня тут хорошо видно. Здесь присутствует черный прямоугольник. Вот в центральной части снимка, видите, звезд вообще нет. Вот тут хорошо видно. Это созвездие Ориона. Замечательная программа Google Sky. Google не только делает карты Земли, Google делает карты и звездного неба. Вот такая замечательная есть программка в интернете, где можно посмотреть на небо. И вот люди идут в созвездие Ориона, хотят увидеть, где эта планета летит, и видят там вот этот черный прямоугольник.
Ученые скрывают в данном случае совершенно беспардонным образом. Да? Ну вот когда мы хотим что-то в квартире скрыть, мы что делаем? Мы берем фанерный щит, красим его черной краской и закрываем, чтобы никто, не дай бог, чего не подумал. Здесь, к сожалению, очень много было публикаций в интернете о том, что, ну вот смотрите, ну теперь-то уж точно понятно, что летит. Если бы не летело, что бы они закрывали-то? Но дело в том, что эту программу люди воспринимали и, наверное, воспринимают как чуть ли не изображение неба в реальном времени. Нет. Это результат обработки снимков, сшивки снимков, которые были получены в 50-е годы, задолго до того, как НАСА чего-то там признала. И эти снимки, исходные снимки, доступны в интернете. Их может любой человек скачать и обнаружить, что на самом деле все там хорошо. Есть вот эта звездочка яркая посередине, HD 39647, если я не путаю числа. 7-я звездная величина, в принципе, в небольшой телескоп ее можно увидеть, можно выйти во двор, убедиться, что ничего с ней не происходит, но понятно, что для настоящего уфолога это занятие совершенно недостойное, тем более, что в этих программах типа Google Sky выявляются существенно более страшные вещи, а именно к Земле летят гигантские космические корабли инопланетян. Вот такой вот мрак. Но вот они тут маленькие, их плохо видно, вот такое увеличенное изображение. Их много, и они летят со всех сторон. Вот я на него смотрю, и я вижу, что эта штука всегда рядом с яркой звездой. Это блик. Я не рискую точно сказать, что это, но подозреваю, что здесь каким-то образом вот этот вот паучок задействован, держатель для фотопластинок, то есть он каким-то образом отобразился на этих снимках. Мысль о космических кораблях инопланетян мне в голову не приходит, но ну, такая красота, ну понятно, что это корабль-матка, очень любят это слово, mothership. Еще один поставщик снимков инопланетных космических кораблей и планет — это снимки с космических аппаратов, фотографирующих окрестности Солнца. Это тоже новая область. Относительно недавно у нас появилась возможность смотреть на то, что происходит рядом с Солнцем. И, конечно, там тоже можно увидеть очень много всего интересного. Космические аппараты стерео А и Б, вот красная точка и синяя, ahead and behind, они смотрят, ну, а Б, к сожалению, уже вышел из строя, а космический аппарат А все еще смотрит со стороны на Солнце. То есть мы на Солнце смотрим от себя и еще сбоку. Это нам дает о Солнце существенно большую информацию. Вот это снимок майский, в сторону от Солнца сделанный, окрестности нашей центральной звезды. В общем, ничего интересного нету. Вот там кусочек солнечной короны прорывается сбоку, и видны отдельные звездочки. 17 ноября 2016 года что-то пошло не так. И на этом снимке вместо вот этой вот пустоты появилась вот такая вот страхолюдина. Я на нее смотрю, я вижу, что это Солнце. Непривычный вид Солнца. Вид Солнца в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне, вот он, это снимок с того же самого космического аппарата, только уже самого Солнца. Ну, неинтересно как-то, скукота, да? Ну, просто взяли два изображения, наложились друг на друга. Это скучно, это неинтересно, поэтому люди начинают писать, что вот планета, мы-то ее в Орионе ждали, а она из-за Солнца, паразитка такая, вылетает, и никаких сомнений ни у кого не вызывает. Ну, еще два знаменитых артефакта аппаратов стерео. Один из этих артефактов — это пылинка. Вот такая черная точечка видна. Люди, которые этим космическим аппаратом занимаются, они даже написали специальный текст в интернете, что люди у нас вот, ну, пыль. Или вот еще вот этот полумесяц, да, ворсинка какая-то застряла в объективе. Но понятно, что колдуны-ученые никого не обманули этим текстом, и вот эта пылинка — это НЛО, взлетающий с поверхности Солнца. А вот эта вот ворсинка — это, опять же, планета. Правда, она освещенной стороной почему-то повернута от Солнца. Ну, инопланетяне, они там такого напридумывали. Еще одна разновидность артефактов связана с особенностями приемников излучения. Современных приемников раньше использовались фотопластинки, в которых светочувствительными элементами были зерна фотоэмульсии, которые хаотически разбросаны были в эмульсии. И поэтому, если попадалась яркая звезда на снимке, то от нее свет расползался во все стороны примерно равномерно, получалась вот такая крупная светлая блямба.
симметричная. Сейчас в основном используются так называемые ПЗС-матрицы, а в ПЗС-матрицах прием детектора излучения, пиксели, они выстроены в линейки. И матрица состоит из нескольких линеек. И когда у вас попадается яркий источник излучения, он засвечивает не только пиксель, на который он попал, но признаки этого излучения начинают расползаться в стороны по линейке, в первую очередь, в разные стороны по линейке, а потом, если уже источник совсем яркий, только после этого начинается расползание в поперечном направлении. Иногда эти усы, называется этот эффект блюминг, они могут тянуться от звезды в обе стороны или от любого яркого источника на довольно значительное расстояние. Ну и вот космическая обсерватория СОХО, которая также наблюдает окрестности Солнца, зафиксировала вот приближение космического корабля пришельцев, выполненного в форме бога Ра. То есть они не только сейчас к нам прилетели, они и раньше к нам прилетали, и вот сейчас корабль-матка опять к нам приближается. Вот. Ну и множество других источников. Вот эта планета Меркурий отбрасывает такие усы. Еще одна разновидность артефактов на этих аппаратах — это космические лучи. Вот там на верхнем снимке виден, как ударила частица космических лучей, еще в разные стороны треки полетели. Это уже у нас начинается экспансия. То есть с корабля-матки начинают в разные стороны лететь аппараты. Тоже люди, управляющие аппаратом СОХО, пытались с этим как-то бороться. Ну, в общем, понятно, что это не в коня корм. Потому что скучно. Чего не хватишься, ничего нет. Как не послушаешь ученого, никто не прилетал, на связь с нами никто не выходит. Было несколько примеров, там сигнал ВАО, перитоны, вот на Ротане у нас поймали какой-то сигнал, и все равно всегда это оказывается какая-то нудятина. Несколько лет назад прозвучала звезда Табби, так называемая, у которой необъяснимые падения блеска происходят и регулярно, и довольно сильные. Тоже там народ писал в интернете. Это сфера Дайсона, это постройки инопланетян вокруг звезды. Но на самом деле природа этой звезды до сих пор не ясна, но в научных кругах инопланетная гипотеза совершенно не рассматривается. Потому что, на самом деле, если мы попытаемся на эту проблему посмотреть с научной точки зрения, ситуация оказывается довольно-таки тусклой. Вот что вообще мы должны иметь в нашей Вселенной, чтобы инопланетяне, вот вопрос был, да, чтобы они хотя бы существовали. Ну пусть они пока не долетели еще до нас, ну в принципе-то они есть или нет. Что для этого нужно? Нужен какой-то долговременный источник энергии. С этим, слава богу, в нашей Вселенной проблем никаких нет. Звезды, похожие на Солнце, многочисленны. Химическая основа, органика, тоже присутствует в нашей Вселенной в изобилии. Мы в межзвездном пространстве наблюдаем очень сложные органические молекулы. И мы сейчас начинаем понимать, что вообще-то сложная органика на Землю могла попадать уже в готовом виде. Нам не обязательно придумывать, как на Земле происходил этот процесс. И остается разобраться только с двумя очень простыми вещами. Это с наличием растворителя жидкой водой и с возможностью наличия поверхности, на которой бы где-то во Вселенной инопланетяне могли бы возникнуть. Сейчас у нас есть возможность, благодаря современным методам исследования планет в других планетных системах, во многих случаях определять их плотность. То есть есть возможность определить массу планеты, есть возможность определить ее радиус. Масса и радиус — это плотность. Плотность — одно число, но это число очень серьезное, и мы это видим по Солнечной системе. У нас есть планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля, Марс, у которых плотность от 3 с чем-то граммов на сантиметр в кубе, и у этих планет, несомненно, есть поверхности. И есть планеты-гиганты с плотностями порядка 1-2 граммов на кубический сантиметр. Это планеты, у которых поверхности нет. То есть мы можем искать по вот этой величине плотности планеты, по крайней мере, с поверхностью. Что с жидкой водой? Жидкая вода — это фактор, который характеризуется при помощи так называемой зоны обитаемости. То есть это некий интервал расстояний от звезды, внутри которого на поверхности планеты может существовать жидкая вода. Там не слишком жарко, там не слишком холодно. Ну, вот пример показан на этой картинке. В Солнечной системе, как это ни удивительно, в зону обитаемости попадает Земля и немножечко еще Марс.
На Марсе, мы знаем, жидкая вода была в прошлом, потом произошел какой-то катаклизм, который Марс оставил без воды. Ну и вот в последнее время так прозвучала сильно система ТРАППИСТ-1 у карликовой звезды, у которой в зону обитаемости попадает аж 3 планеты, и это планеты земного типа, то есть это планеты с поверхностями, где может существовать жидкая вода, казалось бы. А нет. На самом деле, и это тоже часть современной уже такой более научной мифологии, что вот если вы нашли планету с поверхностью, и она попадает в зону обитаемости, как нам так чудовищно повезло, что у ближайшей к нам звезды есть такая планета, у Проксимы, то уже все хорошо, и можно как-то на эту планету смотреть. Но на самом деле, когда мы начинаем об этом задумываться, выясняется, что существует огромное количество факторов, которые могут эту планету сделать необитаемой. И их, возможно, гораздо больше, чем количество факторов, которые бы ее могли сделать обитаемой. На звездах могут происходить сильные вспышки, которые стерилизуют планету. У небольших планет, типа планет в системе ТРАППИСТ-1, возможна синхронизация их орбитального и суточного вращения, как у Луны. И в этом случае планета всегда повернута к своей звезде одной и той же стороной. Что там с климатом? Вопрос сложный. Какие химический состав атмосферы возможны, какой возможен химический состав коры. Все это очень и очень нам пока непонятно. Ну и вот в завершение я скажу о такой хитрости, к которой прибегают журналисты. Они могут сообщать иногда: открыта планета, похожая на Землю. И у нас сразу в голове зеленые холмы, какие-то овечки бегают. На самом деле масса и радиус, как у Земли. Или как у Венеры. И можно сказать, не планета, похожая на Землю, открыта, а открыта планета, похожая на Венеру. Это будет то же самое, но уже далеко не так радостно. Поэтому нет у нас, к сожалению, пока никаких убедительных свидетельств того, что к нам кто-то прилетал или летает сейчас. Нет никаких убедительных свидетельств. Сообщения есть, свидетельств нет о том, что существуют хотя бы какие-то формы жизни за пределами Земли. Условия для появления жизни, возможно, во Вселенной встречаются часто, но насколько это относится к условиям для появления разумной жизни, мы сказать ничего не знаем. Но пока, если мы не прибегаем к мыслям о какой-то другой физике, ситуация выглядит довольно-таки тусклой. И все, что можно сказать в завершение, в утешение, это то, что отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Вот. Ну и какие-то рекомендации по литературе. Спасибо. Спасибо. Я сейчас надеюсь, мы увидим результаты онлайн-голосования на экране. Выведите нам, пожалуйста. Во, смотрите. А интересно, динамика какая до лекции? Не вот посещали нас. Нет, это просто разная аудитория. Это те, кто нас смотрит онлайн. Сейчас у нас будет часть диалоговая с вашими вопросами, но сначала важное объявление. Я знаю, что скоро перерыв, но выступление еще не окончено. Поэтому если кто-то сейчас поспешит в буфет, Помните, пингвинопитек следит за вами. И этот буфет потом будет долго являться вам в ночных кошмарах. А сейчас... Или очень недолго. Сейчас вопрос от нашего эксперта. Олег Угольников, астроном, кандидат физмат-наук. Дайте микрофон Олегу, пожалуйста. Шустренько. Олег, вот, пожалуйста. Ну, собственно, какой вопрос астроном может задать астроному? Естественно, вопрос по психологии. И вы, и я часто сталкивались с ситуацией, может быть, не адресованной лично к вам, но где-то рядом с вами вам приходилось вмешаться, что кто-то кому-то, вот про детей тут говорили, либо показывает некую фотографию, ну, очевидный фотошоп какой-нибудь, либо даже не показывает, но говорит, что вот он видел, но фотоаппарат забыл, или его друг видел, у него есть фотографии, я завтра пришлю. И, собственно, все без сомнений и так далее. И что самое главное, у вас нет большого количества времени, чтобы как-то на это отвечать. Можете ли вы дать такой универсальный и самый короткий рецепт? Ну, в общем-то, это антивирус, потому что мы прошлую лекцию послушали, это тоже вирус. Вот самый простой антивирус, который вы можете использовать, я могу использовать. Ваш совет, что делать в такой ситуации? Спасибо. Сначала про Photoshop.
Я по молодости лет 2 раза участвовал в ток-шоу с уфологами. И вот оба раза показывались какие-то снимки и какие-то видеозаписи. Ну, мы ржали вместе с уфологами над этими записями, потому что вот это сейчас уже не работает. Вот показать фотографию из фотошопа, ну не работает. Вот знаете, в интернете есть замечательный ролик, называется он «UFO over Santa Clarita», где летает над земным пейзажем нарочито нарисованная летающая тарелка. И человек смотрит и говорит: «Господи, ну как они нарисовали летающую тарелку?» Фишка этого ролика состоит в том, что там нарисовано все. И пейзаж тоже. И он выглядит очень реалистично. То есть вот это сейчас уже не работает, как мне кажется, или, может быть, как я надеюсь. А вот относительно того, что говорить, на самом деле мой опыт говорит о том, что люди, как правило, когда им объясняешь, что неопознанный летающий объект — это что-то такое, природу чего мы не знаем, вот в этот момент у людей появляется какое-то озарение. А, точно. То есть, когда они спрашивают: вы видели НЛО? Они спрашивают: вы видели ли космический корабль инопланетян? А я им говорю: я видел НЛО, но я просто не знаю, что это. Вот, не знаю, есть вещи, которых я не знаю, есть вещи, которых вы не знаете. И после этого наступает какое-то умиротворение. Вопрос, присланный делегатом. Что вы можете сказать о стабильности органических соединений, обнаруженных в космическом пространстве? Ставит ли космическая радиация некий предел сложности органических молекул, формирующихся в межзвездной среде? Да, очень хороший вопрос. На самом деле, вот когда в 30-е годы начали обнаруживать молекулы, двухатомные молекулы в космосе, это был некий шок, потому что казалось, как радиация, какие молекулы, какая может быть химия при наличии жесткого ультрафиолетового излучения, при наличии каких-то частиц высоких энергий. Но на самом деле теперь мы знаем, что в межзвездном пространстве условия очень разные. И существуют плотные облака межзвездного газа, куда радиация не проникает. И вот в этих местах органические молекулы с дорогой душой синтезируются и способны выживать достаточно долгое время, достаточно долгое для того, чтобы они потом могли попадать в планетные системы. Спасибо. Так, сейчас у нас есть время для пары вопросов. Я предлагаю опять начать с балкона. Балкон, ваши вопросы, а готовится левая сторона. Вот, да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Даниил. У меня тоже немножко скорее по психологии вопрос. Вы говорили, что к вам часто приходили всякие любители инопланетян и спрашивали вас совет, а вы говорили, что никто не прилетит и все такое. Так вот, какой был самый интересный опыт вот с такими вот людьми у вас? Да, спасибо. Самый интересный опыт и загадочный был после 21 декабря 2012 года, когда вопросы, во-первых, не прекратились, а во-вторых, я в этих вопросах явно читал разочарование. То есть вот пока приходили люди до 21 декабря 2012 года, и они как-то беспокоились, и я их успокаивал, это было понятно и объяснимо. Когда после 21-го приходили и говорили: ну как же так? Вот это меня ошарашило довольно сильно. Спасибо. Так, пожалуйста, вопрос слева. Здравствуйте еще раз. Вот у меня вопрос насчет планет, которые рассматривают как кандидаты для обитаемости жизнью. Вот есть такой параметр у тел в астрономии, как температура у чистого равновесия. Это температура, которая установилась бы на объекте, если бы у него там не было газовой оболочки, если бы просто на него звезда светила, и он излучал. Так вот, почему я так редко вижу во всяких сборках эту характеристику при оценке перспективности изучения планеты? Потому что с помощью этой температуры можно было бы отсечь такие планеты, как Венера, потому что если бы у Венеры не было ее атмосферы, но она была бы на той же орбите, что и сейчас, на нее бы тоже была температура, не подходящая для жидкой воды, ее можно было бы отсечь. Вот. А температуру у других экзопланет, которые в других звездных системах, можно определить, вот это вот у чистого равновесия, если мы знаем ее плотности, и радиус орбиты, а радиус орбиты можно узнать по периоду обращения, который выясняется при, собственно,
определение вот этому, когда она заслоняет Солнце несколько раз? Почему это так редко приводят? Дело в том, что нас интересует не температура, нас интересует жидкая вода. Для того, чтобы существовала жидкая вода, газовая оболочка совершенно необходима. И температура определяется не только расстоянием до звезды, но и параметрами газовой оболочки. Венера на поверхности имеет температуру больше, чем Меркурий. Если говорить о планете в зоне обитаемости, о твердом теле в зоне обитаемости, Луна. Вот там лучистое равновесие. И с водой там, с жидкой водой, большие проблемы. Спасибо. Давайте короткий вопрос из первого ряда и короткий ответ на него. Прошу. Здравствуйте. Коль мы все здесь на съезде по психологии, такой вопрос. Пошел я по грибы, увидел летающую тарелку без бортового номера. Фотографии вы, естественно, не поверите. Какие вам, что вам принести как ученому, чтобы вы сказали, да, вот теперь я верю, вот открутил болтик от тарелки? Вопрос психологический, ответ будет философский. Открытие любой существующей или существовавшей формы жизни во Вселенной за пределами Земли — это величайшее открытие будет в истории человечества. Ни до, ни после никаких открытий подобного уровня не будет. Потому что если мы найдем на Марсе дохлую бактерию, это будет означать, что жизни во Вселенной полно. Я поверю в летающую тарелку, когда она приземлится у меня перед носом. И то я поверю в это не сразу. Вот. Я в свое время колонку написал на эту тему в компьютере, вот я заключение из нее приведу. Мне про это не надо писать вообще ничего, сразу в Спортлото. Спасибо. Вам предстоит выбрать самый лучший вопрос. Значит, вопросов было 3. Самый интересный опыт при общении с людьми об НЛО, про характеристики обитаемости планеты и какие доказательства для НЛО будут объективными и достоверными. Первый вопрос, значит, уходит книжка Нила Тайсона «Смерть в черной дыре» на балкон. Значит, вам пингвинопитек на динозавре и другие наши призы. А на экране сейчас должен появиться скетч Юлии Родиной. Вот так она представляет себе ваше выступление.